Еще хочу одно замечание сделать. Правда, вот тот студент, который меня спросил об одной вещи, из которой вот это замечание сейчас и выльется, а его сейчас нет, ну, в любом случае, во-первых, он может посмотреть запись, во-вторых, вы можете его в лицах рассказать, что я сейчас буду рассказывать. Очень хороший вопрос. Сразу скажу, что то, что я сейчас буду рассказывать, не войдет в вопросы, да? Не войдет в билеты. Так что большинство из вас может расслабиться и соснуть минут 10. Вот. По поводу дифференцируемости, непрерывности и связи между этими понятиями. Вот, на самом деле, хороший вопрос. Хороший вопрос. Он вот спросил такую вещь. Мы часто требуем, чтобы функция f была дифференцируемой где-то там на интервале AB, да? Дифференцируемая на интервале AB. А иногда мы говорим, что производная должна быть непрерывной. Но иногда мы этого не говорим. Вот, например, в теореме Лагранжа, да? Мы требуем, чтобы функция была дифференцируема на интервале AB. Вот как раз и пришел тот человек, который спросил вот об этих вещах. Мы не требуем, чтобы производная была непрерывной, да? В теореме Лагранжа. Если функция имеет производную в любой точке, нам этого вполне достаточно. Мы требуем, чтобы сама функция была непрерывна на сегменте АБ. Но то, что она непрерывна на интервале, это уже вытекает из дифференцируемости, правильно? Тут ничего другого быть не может. Еще раз повторяю, если если функция дифференцируема на каком-то промежутке, то она обязана быть непрерывной на этом промежутке. Вот. Но, например, в теореме о представлении функции по формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пиано, там мы требовали, чтобы функция имела n непрерывную производную. Ну, понятно, что если функция имеет n-ту производную, то n-1 обязана быть непрерывной опять-таки. Тут нечего уточнять. Но мы еще хотели, чтобы n-тая производная была непрерывной. И если бы этого не было, мы бы не смогли доказать эту теорему. Да, мы там существенно пользовались непрерывом. Ну и вот резонный вопрос. Пример функции, да, которая является дифференцируемой, следовательно, является непрерывной, на каком-то там интервале, да, но ее производная существует, но не является непрерывной. Вот интересный вопрос. Да? Если мы будем рассматривать элементарные функции в хороших, так сказать, областях, хорошие функции в хороших областях, то мы не сможем построить такой пример. Но, тем не менее, такие функции существуют. И вот в качестве дополнения вот к этим вещам я хочу привести пример. Значит, пример функции, которая является дифференцируемой на неком промежутке, но ее производная не является непрерывной. Но ее производная не является непрерывной. С одной стороны, эти функции не слишком плохие, да, они обязаны быть непрерывными. Да? Вот. Но то, что сказать, что они уж такие гладкие, это тоже неправильно, потому что производные их все-таки плохие. Да? Вот иногда гладкими функциями называют не просто дифференцируемые функции, а непрерывно дифференцируемые функции. Вот у них свойства гораздо лучше, чем просто у дифференцируемых функций. И вот рассмотрим мы функцию вот такую. X квадрат синус единичка на x. Понятно, что так мы можем определить функцию, только если x не равняется нулю. Но если x равняется нулю, мы можем ее определить явным образом по-другому. Я определю ее в нуле равной
нулю. И рассмотрю ее да где угодно, скажем, на интервале минус 1,1. Главное, чтобы интервал включал 0. Верно ли, что эта функция непрерывна на этом интервале? Для любой точки, отличной от нуля, это очевидно, да, потому что в любой точке, отличной от нуля, эта функция является суперпозицией и произведением непрерывных функций. Единичка на x очень даже непрерывна, везде, кроме нуля. То же самое для синуса, для квадрата, их произведения и так далее. В любой точке, отличной от нуля, непрерывность очевидно следует из непрерывности, входящих в определение элементарных функций. Что в нуле? В нуле надо по определению. Тут мы, естественно, не можем пользоваться общими свойствами, потому что в нуле мы определяем функцию особым образом. Ну так, определение такое: предел функции, когда x стремится к нулю, должен равняться значению функции в этой точке. Ну так, чему равняется предел? Бесконечно мало на ограниченное, да? Бесконечно малая величина на ограниченная величина. То, что синус прыгает, ничего не меняет, потому что имеется бесконечно бывающая добавка. Да еще вот видите с квадратом. Так что непрерывная, конечно, функция. Предел при стремлении к нулю равняется нулю. Более того, я хочу доказать, что эта функция дифференцируема. Из того, что функция непрерывна, конечно, не следует, что она дифференцируема. Я мог бы сразу доказать дифференцируемость и уже отсюда получить непрерывность. Но я решил с непрерывностью начать. В любой точке, кроме нуля, дифференцируемость вытекает из того, что все функции, входящие в определение, в любой точке, кроме нуля, конечно же, дифференцируемы. Более того, мы можем формулу записать. Формула, правда, будет не очень короткая, но тем не менее. Значит, если x не равняется нулю, то производная в этой точке вычисляется как? Ну, как произведение, как производное произведение. 2х синус единичка на x плюс, хотя на самом деле будет минус. А теперь производная синуса, значит, x квадрат остается, синус превращается в косинус. И еще производная единицы на x. Ну, производная единица на x это минус единица поделить на x квадрат. Вот. Ну, можно немножко упростить. Первая мелкость хищника 2х синус единичка на x минус косинус единичка на x. Правильно? X квадрат сокращается. В любой точке, отличной от нуля, эта функция имеет смысл, и, следовательно, исходная функция является дифференцируемой. У нее есть производная. Что происходит в нуле? Кстати сказать, немножко вас огорчу, вот сейчас-то я это не буду включать в билеты, да? Но когда мы будем изучать функции многих переменных, вот там всяких неприятностей такого сорта вот, можно придумать гораздо больше, и вот там мы более внимательно будем изучать дифференцируемость функций и всякие аномалии, которые возникают в случае дифференцируемых функций многих переменных. В частности, тот аналог производной, который возникает для функций многих переменных, вот он такой, что уже нельзя утверждать, что если функция дифференцируема, то она обязательно имеет производную. Там возникают частные производные, и может быть такая интересная вещь, что производные есть частные, а функции дифференцируемы. Вот. Ладно, это потом будет у нас. Что в нуле? Раз в нуле мы ее определяем явным образом, то и производную нужно считать по явной формуле, да? То есть вот, по определению производной. Вспоминаем определение производной. Предел отношения превращения функции к превращению аргумента. f от x минус f от нуля. Меня интересует поведение производной в нуле. X стремится к нулю. В принципе, я мог бы, конечно, это же самое использовать и для любой другой точки. Но это было бы существенно менее удобно, потому что тут я уже пользовался тем, что мы знаем
чему равняется производная там, x квадрат, чему равняется производная синус и так далее. А тут он только по определению. Ну, давайте я от этих нулей избавлюсь. Предел. f от нуля по определению функции это 0. Значит, вверху остается только f от x, но я сразу его запишу. X квадрат синус единичка на x. Ведь когда у нас x стремится к нулю, он никогда в ноль не обращается. Я имею право здесь писать именно эту форму. А внизу получается x. И вот видите, почему я взял именно x квадрат. Если бы я взял просто x, то не получилось бы у меня. Тогда бы убывающий член пропал и предел бы не существовал. Но я взял x квадрат. И поэтому даже из-за того, что у меня внизу x есть, все равно убывающая часть останется. Она будет менее быстро убывать, но все равно будет. Она будет бесконечно мало. Значит, это есть предел x на синус единичка на x. А эта величина тоже имеет предел, как бесконечно мало умноженное на ограниченную величину. Это 0. Это 0. Таким образом, производная нашей функции в нуле тоже существует. Существует производная в любой точке нашего промежутка минус 1, 1. Значит, функция дифференцируема на всем этом промежутке. И осталось показать, что ее производная не является непрерывной. Не является непрерывной. Разумеется, плохая вещь происходит с нашей производной именно в нуле. Потому что в любой другой точке наша производная представляется в виде комбинации элементарных функций. Они все непрерывные везде, кроме нуля, и все хорошо. Давайте посмотрим, что происходит в нуле. С одной стороны, мы знаем, что в нуле наша функция, то есть производная, имеет значение. Имеет значение. Равное нулю. Если мы хотим доказать, что в этой точке наша производная непрерывна, мы должны убедиться, что и предел f' от x, когда x стремится к нулю, не просто существует, а еще равняется значению производной в этой точке. Вот если мы сможем доказать, что предел производной в нуле существует и равен нулю, тогда, значит, наша производная будет непрерывна в точке 0, и ничего хорошего у меня не получится, потому что получается, что эта производная будет непрерывна. Но мы это доказать не сможем. Не сможем. Смотрите. Вот перепишу ту формулу, которая справедлива для производной во всех точках, кроме нуля. Вот это. 2х синус единичка на x минус косинус единичка на x. X стремится к нулю. К чему стремится вот эта часть нашей формулы? Она стремится к нулю. А что происходит с этой частью? А в этой части нет предела. Не существует предела. Это мы знаем, как доказать. Правильно? Мы знаем, как это доказать. Мы можем взять две последовательности и стремящиеся к нулю и получить, что наша функция, комбинация функций этих последовательностей имеет разные пределы. Ну там x n взять, что единичка на 2, 3, n, или xn с волной единичка на π пополам плюс 2 и n. Так. Обе они стремятся к нулю. Эта часть будет стремиться к нулю, разумеется, потому что есть бесконечно малая составляющая. А вот эта часть в одном случае будет всегда равна единице, потому что косинус в нуле и периодичность учитывается будет равняться единице.
а это будет равняться нулю. И вот таким образом отсюда мы получаем, что этот предел в целом не существует. Не просто этот предел отличен от нуля, просто его нет. Да? Производная в любой точке есть, но в нуле она не является непрерывной, потому что не существует предела для этой функции при стремлении к нулю. Хотя значение в этом нуле есть, и оно равняется нулю. И в любых других точках производная определяется. Вот пример, который показывает, что могут быть функции дифференцируемые, но не являющиеся непрерывно дифференцируемыми. Так что, если в теореме это существенно, непрерывность производной, надо это явно говорить. Вопросы? Как в нуле представляется наша функция? Вот помните определение, да? Функция дифференцируема, если она в окрестности этой точки представима в виде линейной добавки плюс o малое от x. Вот здесь будет как раз такое представление. f от x равняется просто o малое от x. Производная это равняется нулю. Да? А все, что с этой функцией связано, просто условие этого мало. И действительно, эта величина стремится к нулю быстрее, чем x. Вот, можно это записать как x синус единичка на x умножить на x. И вот это все считать за альфа. Альфа от x действительно стремится к нулю, когда x стремится к нулю. Можно, кстати, вот так было доказать, что функция дифференцируема в нуле. Ну, собственно говоря, мы примерно это же сделали. Ну вот, кто понял, хорошо, кто не понял, значит, пусть не огорчается, у него еще есть полгода, чтобы подготовиться к тому, чтобы понимать такие вещи. Вот. Ну а теперь давайте вернемся к нашей последней теме и закончим ее. Что там у нас? На чем мы остановились? Значит, мы хотим применить разработанное нами дифференциальное исчисление к исследованию функций. Ну и мы заметили, что сразу оно нам помогает, это наше дифференциальное исчисление, в поиске локальных экстремумов. Да? И вот необходимое условие локального экстремума выглядит так. Либо не существует производной в точке x0, либо эта производная равна нулю. Необходимое условие. Если в точке x0 есть локальный экстремум, внутренний, то обязательно мы можем утверждать, что либо в этой точке функция не дифференцируема, это вот такая ситуация, да? Либо в этой точке производная равна нулю. Если производная не равна нулю, но есть, то эта точка не может быть ни локальным минимумом, ни локальным максимумом. Но это именно необходимое условие. То есть мы с его помощью можем получить все точки подозрительные на экстремум. Вот. Взять все точки, в которых производная равна нулю, все точки, в которых производная не существует, но надо потом еще из них отобрать те точки, которые действительно являются экстремумами, потому что вот возможна ситуация, что экстремума нет, хотя производная равняется нулю. Это вот x в кубе, да? Если взять такую функцию, то ее производная в нуле, конечно, равняется нулю, но это никакой не экстремум, функция монотонного постоянства. Поэтому важными также являются и достаточные условия. Вот отобрали мы
точки, подозрительные на экстрем. Как теперь нам проверить попроще, что это действительно экстрем? Да? Ну, для этого другие теоремы есть. Значит, следующая теорема. У нас будет две теоремы, связанные с заточными условиями. Значит, может, это будет первая теорема. Теорема 1. Достаточное условие локального экстрема. Что интересно, здесь нас не интересуют дифференциальные свойства функции в самой точке, которую мы изучаем, но зато нам важно, чтобы функция была дифференцируема в окрестности этой точки. Ну, может быть, прокол. Значит, пусть f дифференцируема в проколотой окрестности точки x0. Ну и, как всегда, мы предполагаем, что x0 это внутренняя точка области определения. Вот это x0, вот это проколотая. Значит, вот здесь производная существует. О непрерывности производной мы здесь ничего не говорим, это не важно. Нас она не интересует. Может, и тогда все, оказывается, определяется знаками этой производной. Вот мы имеем 4 варианта. Я эти варианты в таблице запишу. Значит, что происходит, когда x принадлежит левой части окрестности? Что происходит, когда x принадлежит правой части окрестности? И что тогда можно сказать по поводу x0? Если производные слева и справа имеют одинаковый знак, f' от x больше нуля, f' от x больше нуля, или f' от x меньше нуля, f' от x меньше нуля, в некоторой окрестности x0, то экстремума нет. Вот как здесь, да? Если мы найдем производную, будет у нас 3х квадрат f' от x. Если мы возьмем окрестность нуля и любую точку подставим, тогда производная будет больше нуля. И слева, и справа. Значит, никакого экстремума в точке x0. Если же знаки производных разные, слева и справа, тогда экстрем обязательно есть. Причем по знаку производной можно сразу определить характер экстрема. Значит, если это больше нуля, это меньше, что у нас? Какая точка? Минимум или максимум? Максимум. Точка максимум. А если f' от x слева меньше нуля, а справа больше нуля, то это точка минимума. Ну и на самом деле тут нечего доказывать. Здесь нужно просто сослаться на следствие из теоремы Лагранжа. И более того, здесь можно сказать, что это точка строгого максимума и точка строгого минимума. Да? И если производная строго больше нуля, значит функция монотонно возрастает. Если производная меньше нуля, то на этом участке функция монотонно убывает. Ну, понятно, что при переходе мы получаем либо максимум, либо минимум. Так что в доказательстве просто можете отметить, что это вытекает сразу из соответствующего следствия из теоремы Лагранжа. Если производная
на промежутке больше нуля, то функция монотонного роста. Если меньше, то функция монотонного роста. Ну вот. Значит, мы можем найти точки подозрительные на экстремум. И если в окрестности этих точек у нас функция дифференцируема, то там останется найти производную и проанализировать знак слева и справа. Это первое. Оказывается, можно сформулировать достаточные условия и связанное с поведением производной в самой точке, интересующей нас. Но только тогда нужно потребовать, чтобы в этой точке было побольше производных, не одна, а больше. И потребовать, чтобы выполнялись еще условия непрерывности этих производных. Значит, теорема 2. Тоже вариант достаточного условия существования локального экстремума. Значит, пусть теперь функция f непрерывно дифференцируема до n-ой производной в окрестности точки x0. Непрерывно дифференцируема вплоть до n-ой производной. И пусть выполняются вот такие условия. Нас интересует, что происходит с производной в самой этой точке. Нас интересует скорее вот что, когда эта производная в точке будет отлична от нуля. Вот первая производная, вторая производная и так далее, n-1 производная. Вот, предположим, что они равны нулю, а n производная нулю не равна. В этом случае мы можем, исходя из вот этих свойств, сразу сказать, является ли точка x0 экстремумом или нет. Все, оказывается, зависит от четности n. Если n нечетная, то в точке x0 экстремума нет. Можно догадаться, да? Например, если n равняется единице, вот скажем, у нас просто функция непрерывно дифференцируема до первой производной, и первая производная уже не равна нулю. Мы знаем, что тогда никакого экстрема быть не может, нарушается необходимое условие. Но мы сейчас докажем это не только для n равного единице, а вообще для всех нечетных. Второй случай. Если n четная, то экстремум обязательно есть. И характер экстремума определяется знаком вот той производной, которая первая отлична от нуля. То в случае, когда n-тая производная в точке x0 больше нуля, x0 это будет точка минимума, значит, если дополнительно сказать, что эта производная больше нуля, то x0 будет точка минимума. А если f от n в точке x0 меньше нуля, то x0 будет точкой максимум. Такая вот интересная вещь. Ну, это, конечно, придется доказывать. Здесь мы воспользуемся формулой Тейлора с остаточным членом в форме пиано.
у нас все условия выполнены. Да? Значит, разложим по степеням x минус x0. Значит, по соответствующей теореме f от x равняется, запишу вначале в общем виде, а потом немножко исправлю. Значит, f карта в точке x0 на k факториал x минус x0 в степени k, k от 0 до n, плюс o малое от x минус x0 в степени n. O малое, когда x стремится к x0. Если учесть эти условия, то у нас пропадут почти все слагаемые. Да? Мы единственное, что не знаем, это как сама функция ведет себя в точке x0. Нам это не важно. Вот это слагаемое останется f от x0. И последнее слагаемое останется f n-тая производная x0 поделить на n факториал x минус x0 в степени n. Я вот значение функции f в точке x0 переброшу в левую часть. А o малое сразу представлю в виде альфа от x умножить на x минус x0 в степени n, где альфа от x стремится к нулю, когда x стремится к x0. Вот если все это сделать, то я получу вот такое выражение. f от x минус f от x0 слева, а справа будет n-тая производная x0 поделить на n факториал x минус x0 в степени n плюс альфа от x минус x0 в степени n. Ну и хочется еще вынести x минус x0 в степени n. Сделаем. f от x минус f от x0 равняется f n-тая производная от x0 поделить на n факториал плюс альфа от x. И все это умножить на x минус x0 в степени n. Вы можете сравнить вот это доказательство с тем, которое мы использовали в теореме Ферма. Идея очень похожа. Значит, вот эта величина не равна нулю. Не равна нулю. Это мы знаем. Не равна нулю. Альфа от x стремится к нулю. Значит, выбрав достаточно малую окрестность x0, мы сможем добиться того, чтобы эта альфа была по модулю меньше, чем вот это слагаемое. Да? Это означает, что поведение вот в этой малой окрестности данной функции не влияет на знак всей этой скобки. Ну вот, если этот член равняется, например, единице, мы всегда сможем выбрать альфа. X можем выбрать таким, чтобы для всех иксов из этой окрестности альфа была меньше, скажем, 1/2. Альфа-то стремится к нулю. И поэтому суммарное значение будет тоже положительным. Или, скажем, этот член равняется там минус двойке. Да? Мы тогда можем выбрать окрестность x0, такую, что вот эта альфа будет меньше, скажем, единицы по модулю. И вся эта сумма, естественно, тоже будет отрицательной, независимо от того, как вообще альфа меняется. Главное, что альфа может быть выбрана сколь угодно мало, если мы уменьшим окрестность. И я могу это записать вот так. Сохраняет знак. Сохраняет знак в некоторой окрестности у x0. Мало достаточно окрестности, но мы всегда такую окрестность можем иметь. Сохраняет знак. Теперь предположим, что n нечетное.
Первый случай. n нечетное. Что можно сказать о знаке вот этой разности, если n нечетный? Эта разность изменяет знак в любой окрестности у x0. Да? Если у нас x находится слева, то эта величина будет отрицательная, а поскольку показатель нечетный, при возведении в нечетную степень по-прежнему эта величина будет отрицательной. Если же x будет больше, чем x0, то величина будет положительная для любого n опять же. То есть, вот если нарисовать, вот это x0, а тут вот x, или здесь x, тогда здесь будет знак минус, а здесь будет знак плюс. То есть, если n, повторяю, нечетное, то здесь меняется знак. Меняется знак. С чего он меняется? Ну, тут понятно, с минуса на плюс, но здесь может быть тоже минус, поэтому на самом деле тут может быть и с плюса на минус меняется, не важно. Факт то, что знак меняется. Если этот сомножитель сохраняет знак, а этот меняет, то значит все вместе меняет знак, значит это тоже меняет знак. С одной стороны меньше, а с другой стороны больше. Это означает, что никакого экстремума нет, да? Потому что для некоторых иксов f от x будет больше, чем f от x0, а для некоторых иксов f от x будет меньше, чем f от x0. Значит, в этом случае никакой точки экстремума у нас не будет. Второй случай. Пусть n будет у нас четным. Что в этом случае принципиально изменится? Вот что принципиально изменится. Теперь эта разность тоже будет сохранять знак. Всегда знак будет положительный. При возведении в четную степень знак будет всегда плюс. Всегда будет знак плюс. И здесь будет всегда какой-то знак. Плюс или минус. Да? Значит, во-первых, мы видим, что эта разность теперь сохраняет знак. Ну и рассмотрим два конкретных случая. Значит, первый случай. Случай 2а. Если n-то производная от x0 является положительной, тогда здесь у нас не просто сохраняется знак, а будет знак плюс тоже. Да? Это плюс, эта величина может быть сделана сколь угодно малой, поэтому не повлияет на знак всей скобки. Тогда что получается? Тогда получается, что для любого x из нашей окрестности, проколотой окрестности, что у нас будет? f от x минус f от x0 будет больше нуля. Неважно, где находится x, слева или справа. Значит, f от x будет больше f от x0, а это означает, что x0 это точка минимум. Вот то, что мы и хотели доказать. И случай 2b. Если производная меньше нуля, даже писать особо не хочется, почти то же самое. Если производная меньше нуля, тогда просто поменяется здесь тоже знак. Да? Здесь будет меньше нуля, здесь будет минус, здесь будет плюс, значит произведение будет минус. Это меньше нуля. И окончательно получаем, что f от x меньше, чем f от x0. Значит, x0 это точка максимум. Вот. Все случаи мы рассмотрели. Все случаи мы рассмотрели. Ну и вот, кстати, с этой точки зрения интересно посмотреть на поведение функции f от x равное x в степени n для разных n. Да? Вот скажем x квадрат. Ну это самый простой случай. Значит, первая производная равняется нулю.
Значит, это уже точка подозрительная на экстремум. Вторая производная, ну первая это 2х, а вторая производная в нуле. Это будет просто 2. Это больше нуля. Значит, первая производная, в которой в этой точке значение отлично от нуля, это вторая производная, и ее значение больше нуля. Раз это вторая производная, то есть n-четная, значит это какой-то уже будет экстремум. Какой? Это точка минимума. Ну, действительно, вы представляете, как выглядит парабола, да? А если взять x куб, как раз вот тот случай, когда 0 является точкой подозрительной на экстремум, является точкой подозрительной на экстремум. Но, смотрите, третья производная, здесь первая, которая не равна нулю, ну, равняется на 6. Тут знак не важен. Факт то, что именно третья производная, первая, которая не равна нулю. Ну, так и что? Раз это нечетно, значит экстремума нет. Ну, это правда. Так и есть. Нет тут экстремума. Ну, вот. Ну, давайте отдыхать.